Мужики, всем здорово. Добрался я до рессорных пальцев. Вован пришел на помощь мне. Вован, скажи пару слов. Всем здорово. Работяга, масленщик. Он же водитель, он же бухгалтер. Механик. Механик, блядь. Так, короче, здесь у меня вот... Не хотел бы я вам это говорить, но я скажу, наверное. Втулка, короче, болтается здесь. Сидит. Не очень-то ровно. Вот здесь, наверное, наварю я по всю длину. Шов пущу, наверное, 2 шва черных. И забьем на втулку. Так, при повороте руля. Чего вам у нас было? Скажи-ка. Поворачиваешь, руль стучит. Стучит, такой, прям бьет конкретно. Такой ощущение, вот рессоры сначала думали. Потом... Думали, рессоры гуляют в разные стороны. Не поняли, короче. Ну, первым делом залезли в эти пальцы. Короче, у нас здесь на Сергея втулка. Сейчас объясню. Что на свет его. Палец у нас винтовой с канавкой. Вот канавка винтовая на пальце. Вот она. Я думаю, новые пальцы на новые втулки по-любому. Вот он сидел здесь. И он там набил себе, короче, винтовую резьбу. Он там набил. Потому что пальцем проводишь прям вон перегородки. Дай кувалду вон того. И палец этот. Легкий. Так, кувалда. А куда мы ее делим? Оба. Может, она здесь осталась? Нету. Да на ящике смотри. Нет на ящике. И получается, когда поворачиваешь руль, серьга отходит, ну, по-любому, так балка туда-сюда ходит, право-лево. И вот удары были. Он, наверное, из-под резьбы вылазил. Вот. Сейчас, короче... Точно. Сейчас на пресс поставлю, я втулку выпрессую тоже отсюда. Потому что этот... Таких серьги только такие есть, но я не хочу их покупать. Она здесь маленько прожрала, да, шайбу его? Да я думаю... А, нет, это грязь это. В принципе, она такая же, Вова, ничего здесь ей не случилось. Шайбы подложим, наверное, с другой стороны. И все. Мы сразу видим, что у нас здесь втулочка эллипсом чуть-чуть. Выработка есть. Сейчас. Домкрат надо мне. Вот такие дела. Все равно. Ну сколько мы? Раз в месяц смазывали, да, Вован, их? Раз в месяц смазывали и... 2 раза в месяц сначала. И 2 раза в месяц. 2 или... Ну да, 2. Все равно это. Да. Я уж знаю, что думал. Чё? Я думал поставить сюда этот кронштейн от F3000. Вот этот кронштейн в сборе. А у них... Да, у них на сайлентблоках. Но сначала надо узнать, как у них вообще. Может, они тоже мучаются. На сайлентблоках вообще. Это трапецию надо. Кого? Трапецию. Сейчас? Под коробку нравится. Сейчас? Не, если менять. А, почему? Он боковой? А, ну да, там надо внизу. Там внизу их надо отвернуть. Я смотрел, короче, его. Он, в принципе, такой же, как на Евро 4. У нас здесь другой маленький кронштейн. Такой же. Там тоже 6 болтов и креплений. И снизу там сколько-то, блин. Ну вот сначала трапецию 6 и еще, наверное, Погода вообще бомба, блин. Только и под машиной валяться. То зима, то снег. Хрен поймешь, короче, у нас здесь. Так. Поставлю я прессую мне. А сейчас я пока навострю здесь, кто-нибудь найду такое, чтобы его выдавить. И уже потом сниму.
Короче, вот так я приноровился, бля. Сейчас начинаем давить, бля. Выпрессовывать. Я уже сорвал его. В принципе, блядь. Так, вот наша втулочка. Ну да, она эллипсом, вон. Она вот, в нижней части, он тонкая. Давай вторую серьгу. Где она? Что у нас там со втулкой? Фига ты ее помыл, бля. Как новые, бля. В магазин можно нести. Так. Я не пойму, а что она у нас? Лопнула, что ли, бля? Лопнула, что? Да? Втулка лопнула. Где? Уйди-ка. Да. Вон. Край, видишь? Да. Вот она нахуй и трещала. Так, у меня аудитория жалуется, что матом ты ругаешься. Аудитория жалуется, что матом ты ругаешься. Нельзя ругаться. Кто, я? Да. А ты на камеру не ругаешься, да? Нет, там меня дети смотрят. Чтоб без камеры, да? Без камеры можно. Там меня дети Надо смотрят. тебя записать на видео, когда ты по пальцам все мало разок. Да, я вон ударил себя, блин, кувалдой. Опухло даже. Ладно, сейчас я поставлю. На, пока поснимем. Каждый слесарь знает, что без мати Так, это запомни, что у нас это левый. чистая, правая. Чисто справа, да. Так, где это гайка? Гайка палки. Это год назад, да, мы с тобой делали? У тебя серьга сломалась это. Полгода. Лето. Ну покажи, где она сломана серьга. Карантин делали. Это вот где она. А ты ее куда, в металл кинул? Сейчас я вам покажу серьгу. Что-то я ее найти не могу. А-а. Короче, я вам ее не покажу. Вот серьга. Вот она, серьга старая. Вот она на рессору легла. Может, сточила, смотрите, Тёма, какая. Вот, то же самое. Мой совет, вот такие не покупайте. Берите черного цвета, они Кто-то делает отсюда руку убери. они, Вот так, короче, металлические. с этой стороны. А это, видим, то, что Порошковый металл. порошковый металл, да, правильно говоришь. Потому что она легла на этот. На коренной Больная лист тема, рессора. больная тема, я не знаю, чё, как здесь это лечится. Там грязи, вот втулкой выбили, вот сейчас сняли с прессом. Вот там в натуре внутри прям песок, блядь. Ну как от этого избавиться, я не знаю. Вот и тоже, видишь, вот новый, видишь, тоже вот этот весь порошок. Старый. Тоже порошковый. Поэтому черные лучше. И вообще заводские спасайте. Потому что здесь почему уже менены, это тоже была. Короче, отсюда не могут пальцы выбить. И так режут на. Где-то там валяется. Вот так режут, короче, и все. Его вытаскивают, потом пальцы выбивают. Понял? Она здесь, короче, сидит намертво. Поэтому покупают вот такую шляпу, блядь. И все. Ладно, что мы? Магазин? Да? Пальцы. 8 пальцев нам надо, да, задних. Передние не будем, надо смотреть. Передние мажутся. Передние мажутся.
Передний с ним проблем нет, бля. Ладно, давай, закрывайся. Ребят, купили мы пальцы. Где, Вова, пальцы покажи. Да, какой прицеп приехал ко мне на шприцовку. Вышло, видать, удлиненные. И на шахмане еще. Пипец. Попрет теперь. Трехоска, блядь, без поворотного круга. Так, автотек, да? На, держи. Один где-то был здесь. Расчехленный взял. Не то, что нет. Короче, ребят, прежде чем брать, смотрите, чтобы они не были сырые. Вот. Не оставляет этот, как вмятины, никаких. Ходит, ну, здесь еще херня. Главное, что вот. Сейчас будем запрессовывать их. По канавку есть. Большая канавка, нормальная. Смазка будет ходить наружу. Вот как мне вот быть с этими? Смотри, я вот здесь нашел, когда я забирал эти. А, не там остались. Что ты хочешь? Когда я разбирал этот, здесь флажок такой резиновый, не видел? А трассиона там пыльник. Он сюда подходит. Но нам места там не будет, да, поставить пыльник? Ну, в серьгу не войдет. Вот он. Вот пыльник, который идет на трассионе. Вот, в принципе, здесь вот так поставить, чтобы он по нему ходил. Тоже, бля, забивается еще грязь, блин, со временем все равно. Или тогда ничего не делать. Может, герметиком обмазать? Остается по твоей ответственности. Будешь его каждую неделю шприцовать. Ладно, все, пошли. Сейчас забиваем. Как вот на этой машине батоны будут, так будем шприцоваться. Так, смотри, какой. Так. Все, я тут, короче, здесь я наварил. Вот снизу. 2 шва пустил. Сначала старую пробил. Потом новую забил. Все. Ничего здесь не гуляет, ничего. Все плотненько зашло. Так. Вот по поводу шайб, я не знаю, что делать. Шайбу сюда подкладывать, не подкладывать. Сейчас попробуем. Что там одна? А, давай этот ту еще запрессуем туда сейчас. Вот, в серьгу, стулку. Ну, что мы с Вовчиком пальцы задние перекинули, все. Все промазал здесь. Все четко. Я думаю, надо смазывать теперь раз в 2 недели. Надо болт еще отпилить. Тут, может, куда-то касаться будет, но навряд ли. Все, здесь тоже все смазалось. Какие-нибудь пыльники были бы, вот, было бы замечательно. Ну, не знаю. Короче, сейчас осталось поставить глушитель. Здесь теперь на эту сторону переходим, на эту машину. Тут такая же ерунда. То же самое, глушитель снимаем. Ну вот, кронштейн. Начинаем выбивать. Все, занимаемся. Так, погода вообще пипец у нас, ребят. Так, день второй. Тоже раскидали здесь пальцы, все. Здесь тоже эллипсом, короче. Вот, эллипсом. Ушко, бля. Сейчас я там тоже 2 шва кину. Туда залью. Вот. Так, здесь все нормально, выбился. Тоже так же. Ничего не резал. Сейчас сварку принесу. Танк здесь. Все уже можно ставить. Вот такие дела. Сразу раскидал я все. Это тоже собрали. Поставили глушитель, Вовчик поставил. Сейчас я его жду. Глушитель все поставил. Это он здесь закрутил что-то.
Датчики все закрутил. 5 секунд они смазались. Вот я думаю, часто надо смазать, ну и нафиг, блин. Они запиваются грязью и все. Вот здесь пальцы были то без канавкой, вот без канавкой хрен его пробьешь, когда видите, смотрите, вон, под смазку отверстие. Эти пальцы все. Так, где у нас еще пальцы были? Надо будет таводницу искать сейчас под них. В магазине был, забыл купить. Так, ну все. Начинаем. Короче, не могу серьгу одеть. Не попадает вот на рессор. Балка съехала чуть-чуть. Ну вот так придумал. Дал репана. Стянул я его. Сейчас нормально натянул. Так я его здесь попробую. Съехал, не съехал он. Не съехал ни хрена. Так. Нам еще чуть-чуть не хватает здесь. Вон. Чтобы ушко дожать. Или домкрат надо снять. Чтобы его, да, наверное, надо домкрат снять. Оттащить. Потом опять поднять. Наверное, так сделаю сейчас. Не дает на. Че, поставил я. Все. Фиксатор снял. Все, зашла у меня там все. Серегу. Вот мои старые втулки. Это выбивал, вся раскрошилась. Ну это еще держалось. Пальцы вообще дерьмо, блин. Как машину купил, я пальцы сразу раз, смотрел, что они сухие. Попытался, даже нифига. Все, сейчас мне осталось на этой стороне болты фиксаторные, вот они два. Одеть. На пальцы там забить, и все. Так, ну что, ребят, все, я собрал, я все пальцы. Все промазалось, задний. За передний поставил домкрат маленький между рамой и рессорами, поднял, отпустил и смотрел на ушко рессоры. Если бы она ходила бы, то я бы поменял бы палец. Но там все четко, не знаю, эти пальцы хорошие, они хоть передние. Они всегда смазываются, не знаю. Вот сзади, с задними вот проблемы. Глушитель поставил. Хомут у меня вчера сломался, но я как-то вот так затянул его. Все нормально. Вот такие дела. Все промазал. Главное чаще смазывать, и все нормально будет. Ладно, ставим лайки, кому понравилось видео. Давайте.